Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Бондаренко, я мастер спорта международного класса и чемпион России по тяжелой атлетике. Рад приветствовать вас на канале «Тяжелая атлетика» Сергея Бондаренко. Он является рекордом страны. Всем привет! Мы находимся в клубе Arma SMC. Сегодня мы поговорим о периодизации. Чтобы понимать, как строить свой тренировочный процесс для лучшего восстановления, расскажу схему периодизации, которая применяется в олимпийских видах спорта, в частности в тяжелой атлетике. Подготовку при таком способе планирования мы делим на несколько периодов и подпериодов. У нас есть подготовительный период, переходный период, соревновательный период и предсоревновательный период, так называемая подводка. Начнем с последнего. Подводка длится от недели до двух, непосредственно перед соревнованиями, характеризуется резким снижением нагрузки во всех упражнениях и подведению организма, восстановлению его к непосредственному старту, непосредственно к соревнованию. Другой период называется соревновательный период. Продолжительность его составляет от 1-2 месяцев. Делает период, соответственно, за месяц, за 2 до соревнований. Характеризуется большим количеством, если мы говорим о тяжелой атлетике, классических, полуклассических упражнений, таких как рывок, толчок и так далее. И уменьшением подсобных упражнений, приседания, тяги, жимы и многих других. Также в этом периоде можно сказать, что существенно увеличивается интенсивность, то есть средний вес штанги, и существенно уменьшается объем, то есть уменьшается количество повторений за тренировку. Следующий период, так называемый переходный период, между соревновательным и подготовительным периодом, продолжительность от 1 до 2 месяцев. Главная задача этого периода – перестроить нашу тренировку, перестроить работу организма с нагрузки в подготовительном периоде к нагрузке в соревновательном периоде. Характеризуется этот период смешанным, условно равным количеством подсобных и классических, полуклассических упражнений. И по сравнению с подготовительным периодом постепенное увеличение среднего веса штанги с постепенным снижением объема, количества повторений. И в конце этого переходного периода мы примерно должны прийти к характеристикам, которые будут удовлетворять концепции соревновательного периода. Следующий период – это подготовительный период. Непосредственно перед переходом и затем идет соревновательный период. Продолжительность этого периода от 3 до 4 месяцев, иногда до полугода. Характеризуется большим количеством подсобных упражнений, приседания, тяги, жимы. Могут быть специально подсобные упражнения, такие как бег на 100 метров, прыжки и так далее. И небольшим количеством классических и полуклассических упражнений, рывок, толчок и так далее. Также период характеризуется большим объемом тренировочной нагрузки, большим количеством повторений, подходов и так далее. И небольшим среднетренировочным весом, то есть небольшой интенсивностью. Вот, если в общих чертах рассказать о передаче, как можно построить свою тренировочную нагрузку. Самое главное понимать, что для адекватного восстановления не нужно вводить свой организм в состояние перетренированности. Если вы почувствовали такие признаки, увидели такие признаки, как бессонница, раздражительность, учащение сердцебиения с утра после пробуждения, то есть, допустим, у вас было 60 ударов в минуту с утра, а в какой-то период времени стало 70-75 ударов, продолжается это несколько дней, может быть, несколько недель. То есть все это явные признаки переутомления, недовосстановления, то есть и нужно обязательно, если увидели эти признаки, снижать тренировочную нагрузку, срочно снижать тренировочную нагрузку. На этом все. До встречи в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Также актуальная информация есть в нашей группе ВКонтакте, в нашей группе в Facebook.